Некоторых девушек так возбуждает мужчина, что они сделают все, чтобы доставить ему удовольствие. Почему? Прежде чем мы перейдем к ответу, я хочу, чтобы ты знал, что это видео не будет политкорректно. То, что возбуждает девушек, это не то, о чем говорит общество. Вместо этого они учат тебя неправильным вещам, которые только звучат красиво, но на самом деле никогда не работают с девушками. Мы рассмотрим 4 вещи, которые превращают девушек в послушных девочек. Номер 1. Статус. Привлекательность для девушек – это не выбор. Если ты парень без статуса, ты встретишь много девушек в жизни, которые имеют высокомерные отношения или вообще не замечают твоего существования. Даже если она хочет, чтобы ты привлекал ее, если все в ее подсознании говорит ей, что ты никто, она не будет привлекать тебя. Поэтому ты видишь рэперов в нашей жизни, которым поклонялись как богу миллионы девушек. Парень может быть обычным мужчиной или даже мужчиной ниже среднего, который разорен и не в форме. Не имеет значения. Статус возвышает его и делает привлекательным для девушек. Эти девушки назовут его самым красивым мужчиной, в то время как на него не обратили бы внимания, если бы у него не было этого статуса. Если ты это понимаешь, ты не должен озлобляться или злиться на женскую природу. Ты должен знать, что девушка, которая раньше была высокомерной по отношению к тебе, может изменить свое поведение, стать милой и покорной, если она захочет тебя. Они не могут не возбуждаться от определенных типов мужчин. Я не говорю, что тебе нужно стать рэпером или прославиться, чтобы повысить статус девушек во всех социальных сферах жизни. Если девушка ходит в боксерский зал, она быстро выберет мужчину с самым высоким статусом в этой зоне. Подсознательно она заметит, как к нему относятся другие девушки и другие мужчины, и это сделает его интересным. Любой может получить какой-то статус и подняться по социальной иерархии. Интернет действительно изменил игру. Если ты хочешь поднять статус на серьезный уровень, тебе следует использовать интернет в своих интересах. Номер 2. Доминирование. Большинство девушек привлекают сексуально доминирующие партнеры. Существуют исследования, которые показывают, о чем мечтает большинство женщин. Когда дело доходит до сексуального взаимодействия, все сводится к грубому доминированию. Большинство женских фантазий нельзя обсуждать на YouTube, так как этот канал удалят. Большинство парней, которых ты видишь в современном мире, обсуждают все со своей девушкой. Они спрашивают ее, что она хочет делать и что она думает обо всем. Правда в том, что девушки не хотят принимать решения. Они хотят сильного человека, который может вести за собой. В наши дни ты увидишь парней, которые даже не могут решить, что они хотят съесть на обед. Это должно занять не более 30 секунд, чтобы решить, что ты хочешь съесть. Правда в том, что доминирование – это то, что ты найдешь у альфа-самцов. Есть много фальшивых альфа-самцов, которые запятнали понятие альфа-мужчины. Без сомнения, настоящий альфа всегда будет существовать. И это те мужчины, за которыми гоняются девушки, а другие мужчины уважают их. Номер 3. Мышление изобилия. Ничто в менталитете дефицита не привлекает девушек. Напротив, парень с менталитетом изобилия привлекает женщин как магнит. Мужчину с таким менталитетом не особо задевает потеря девушки, которую он только что встретил. Он не будет преследовать ее, думая, что она более особенна, чем другие. Он не поставит ее на пьедестал, как парень с мышлением дефицита. Когда он встречает привлекательную женщину, он не будет смотреть на нее так, как будто она какая-то богиня, которой можно восхищаться. Он увидит ее такой, какая она есть на самом деле. Просто нормальный человек, и будет относиться к ней соответственно. Если у тебя есть множество вариантов женщин, тогда тебе все равно. Если ты можешь заниматься сексом с любой конкретной женщиной, у тебя есть много вариантов. Нет причин беспокоиться о Лизе, когда у тебя есть Настя, Катя и Ксюша. Парень с менталитетом изобилия может показаться немного дерзким или самоуверенным, но реальность такова, что это сильно возбуждает женщин, которым нравится осознавать, что мужчина, с которым она находится, может заполучить других женщин. Это делает мужчину более ценным в ее глазах, и она не может не уважать это. Сейчас трудно иметь мышление изобилия, когда у тебя нет женщин, но ты все равно должен вести себя так, как будто у тебя все это есть. Как с деньгами, так и с женщинами. Когда ты относишься к ним как к божеству и действуешь как нуждающийся, их будет трудно заполучить. Но когда ты ведешь себя так, как будто ты всегда можешь получить больше, большее в конце концов придет к тебе. Номер 4. Преследуй свою цель. Твоя миссия всегда должна находиться важнее девушки. Представь себе солдата, который уходит на войну. Солдат проводит день перед тем, как он уедет с женой. Следующее утро они завтракают вместе, и жена спрашивает его, действительно ли он не может остаться. Она говорит ему, как будет скучать и хочет, чтобы он остался, и посмотрел вместе с ней фильм. Солдат задумывается на секунду и вдруг начинает распаковывать свои сумки. Жена спрашивает его, что он делает, и он говорит ей, что он передумал.
Он не хочет идти на войну и предпочел бы остаться с ней дома. Жена счастлива в данный момент, но она теряет к нему уважение и привлекательность. Почему все женщины биологически созданы, чтобы уважать мужчину, который ставит свою цель выше ее? Она может пожаловаться сейчас, но это заведет ее, как ничто другое. Независимо от того, что она говорит, твоя цель всегда должна быть на первом месте. Если ты планировал пойти в спортзал, и твоя девушка хочет, чтобы ты остался дома, чтобы поесть попкорн и посмотреть фильм, ты все равно должен пойти в спортзал. Ты можешь посмотреть фильм позже, если захочешь, но твоя цель важнее. Проблема современных мужчин в том, что они настолько далеки от своей мужественности, что позволяют девушкам диктовать свои условия. Статус, доминирование, изобилие и цель. Если ты объединишь эти 4 вещи, о которых мы поговорили сегодня, ты быстро обнаружишь, что действуешь на совершенно другом уровне. Чести и удачи!